Всем привет! Вы находитесь на канале 3D Полировка. Я Сергей Турулин. На сегодняшнем уроке покажу, как шлифовать и полировать одну из простейших моделей. Модель напечатана на 3D принтере. Пластик с металлом. Переходим теперь в мастерскую импровизированную. Дальше я покажу, как это все происходит. Итак, для шлифовки и полировки изделия, это вот циферка 1, я буду использовать инструмент. Это различные надфиля, там в принципе два, круглый и плоский. Паста Гоя, деревянная палочка, один надфиль для обмотанной тканью, щетки, латунная и пластиковая. Если темно, используется фонарик и наждачная бумага, а также две тряпки. Одна войлочная, вторая льняная. Ну что, приступим. Сейчас я увеличу немножко, чтобы было получше руки видно. Так, вот она, моделька самая первая. Это мы достали ее с принтера, с площадки. Вот обломаем мусор, отодвину сейчас все, что не надо будет. Пока отламываем тирску. Берем вот такой ножичек, обрезаем края. Процесс практически полностью ручной, пока без использования каких-либо бурмашинок. Так, обрезали. Занятие само очень пыльное и грязное, так что в перспективе планируйте использовать пылесос. Итак, берем плоский надфиль. Что необходимо сделать? Здесь имеются полосы разрешения. Для того, чтобы полировать, надо эти полосы сначала убрать. Убрать — это значит сточить. Делается это таким образом. Можно, наверное, вот так сделать. Здесь, чтобы была однородная поверхность. Готово. Вот так, теперь боковины. Старайтесь, когда держите изделие в руке, не оказывать давления на тонкие элементы. Материал хрупкий, может сломаться. Еще одна
Поверхность готова. Можно использовать перчатки резиновые, но тогда чувствительность рук, пальцев будет немножко отличаться, чем голые руки. Да, грязно, но потом это все отмывается. Так, еще немножко. Так, здесь с изгибом можно использовать круглый надфиль. Также смотрите, чтобы не сломать. Пробуем использовать цвет. Старайтесь все места сошлифовывать. Ну, потом тонкие места узкие можно будет наждачкой 400-кой потом пройтись. Обязательно снимать надо боковины, вот эти острые края, чтобы оно было стучено. Так. Ну так изделие красивее смотрится. И здесь также. Обращайте внимание, как держится все. Здесь давить нельзя, можно сломать. Так, ну вот первый этап подходит к завершению. Явно выраженных линий разрешения нету. Так, вроде бы все. Итак, первый этап пройден. Полосы разрешения сняты. Следующий идет обработка наждачной бумагой. Первая бумага, которую я буду использовать, это 400 единиц зернистости. Что и делается? Кладем войлок, чтобы было мягко на него изделие. Начинаем такие круговые движения натирать. Раз. И сейчас это более снимет какие-то скольчики, царапинки. Такие круговые, опять же, старайтесь не давить. На столе, на горизонтальной поверхности шлифуем только ровные поверхности, которые не сломаются, не повредятся. Можно с округлые, но очень аккуратно, чтобы не сломать. Если необходимо какое-то скругление, как на данной цифре, можно использовать
спрятать. Затем, что мы берем, отрываем, допустим, полоску. Эту полоску перекладываем 2 раза и шлифуем в труднодоступное место. Там, где не достали навсегда. Затем разворачиваем бумажку. Происходит дальше ручная полировка. Тут тоже нужно аккуратно, не прилагая сильного усилия, чтобы не сломать. Тыльную сторону со всех сторон снимаем. Так, продолжаем. Так. Вот стальной блеск появляется. Так, со все тонкие места придерживаем, чтобы не сломалось. Края можно все шлифовать, чтобы они были более скругленные. Ну вот, стало что-то более похоже на металл. Итак, вот моделька, которая практически готова к полировке окончательной. Стираем от пыли. Так, теперь что мы хотим? Теперь берем щеточку и проходимся, чтобы не было лишних пылинок. Так, теперь мы используем пасту Гоя. Паста Гоя, кто в армии служил, натирал пряжки, представляет, что это такое. У меня твердая, она есть мягкая. И стараемся вот так каждую грань. Очень хорошо паста Гоя работает с медным составом пластика, то есть с медью, с бронзой, латунью. Она придает темный вид, как бы чернение такое получается, естественно, темнение, вернее, темнеет. Каждую грань стараемся тереть.
Так, ну вроде бы все грани пастой натерты. Можно дать полежать и несколько минут. Можно сразу снимать. Для этого возьмем латунную щетку и потихоньку каждую грань подотрем так, чтобы равномерно разнести пасту, чтобы не было толстых слоев, вот как здесь. Так, ну теперь процесс полировки. Вот это. Войлок теперь используется по назначению. То есть тут мы практически стираем пасту, вытираем. Также все грани. Сильно долго не трите, потому что от войлока материал нагревается и может деформироваться, так как это пластик в первую очередь, а не металл. Так, и потом аккуратненько узкую часть. Сильно не давите, не прилагайте усилий, потому что можно, как я и говорил, сломать. Ну, практически поверхности готово. Есть зеленый цвет, его надо дотирать, конечно, но это уже когда будете сами пробовать, экспериментировать, у кого желание появится, можно будет дотирать спокойно. Так, теперь вот изделие более-менее похоже на сталь. И теперь последний штрих. Это вот эта тряпочка в виде льна, по-моему, идет окончательно уже в руках. Тут складывать не надо, просто на ладошку положили и такие движения. Все грани потихоньку, без особого усилия, конечно, чтобы не сломать вот эту тонкую часть. Здесь, опять же, можно 3 слоя свернуть и таким образом натереть. Итак, вот изделие готово. Постараюсь показать. На этом наш урок закончен. Подписывайтесь на канал 3D полировка.
Буду рад новой встрече. До свидания.